Всем привет, меня зовут Веруша. В этом видео я буду рассказывать, как настроить яркость в своей жизни, как изменить и сдвинуть ее с мертвой точки, как перенастроить контрастность от серых будней до ярких событий, которые будут происходить в вашей жизни и радовать вас, и от того момента, когда вы будете сидеть и говорить: вау, я все это притянул в свою жизнь, это очень здорово. И если вы, так же как и я, много лет не понимали, что же нужно сделать для того, чтобы изменить свою жизнь, то это видео для вас. Если вы ожидаете здесь профессионального мнения, совета, то это не ко мне, это профессиональным психологом. Здесь я делюсь своим мнением и опытом, и смею надеяться на то, что это может быть кому-то полезным. Я буду от этого очень рада. Давайте подумаем над тем, что мы в жизни делаем очень много автоматизированных машинальных движений годами. Мы встаем с утра с кровати с одной и той же стороны, мы идем заваривать чай, кофе с утра в одно и то же время, мы едем по одному и тому же маршруту на работу, мы встречаем одних и тех же людей, и наш день заканчивается так же, как заканчивался вчера, позавчера и так далее. И как выйти из этой матрицы? Что же нужно сделать? Как это все изменить? И я поняла, что на это влияет несколько факторов. Я расскажу о случае, который был для меня очень показательным, что в нашей жизни мы можем таким образом притягивать события и что-то менять. Я была студенткой и параллельно работала, времени у меня не было вообще, выходных не было, работала я каждый день с утра до вечера, практически до ночи. И я тогда очень хотела почитать книгу. Книга эта Робин Шарма, монах, который продал свой Феррари. Очень вам советую, рекомендую эту книгу. Написана она очень легко, читается на одном дыхании, про человека, который успешен в работе, но у него разлад в семье и внутреннего счастья нету, как у многих людей. И он уехал в горы путешествовать, чтобы найти вот это вот счастье, отказавшись от всего, от Феррари, от бизнеса, от всего-всего. И, в общем-то, вот таким вот монахом и стал на какое-то время, чтобы понять, как обрести это счастье. И мне кто-то пишет, что я тут поправляю волосы. Я на самом деле делаю с профессиональной точки зрения, потому что я визажист, и чтобы волосы там, они гладко смотрелись и не попадали там на микрофон, и, в общем, я дико извиняюсь, я стараюсь этого не делать, и в скором времени я поборю этот недуг. Я, значит, загадала, что я хочу почитать эту книгу, но времени не было вообще, и днем я приехала на стоянку, чтобы забежать на 5 минут за кофе, оставила машину, и, оказывается, там нельзя было стоять. Я не увидела знака, стоянка запрещена, и через 5 минут я вернулась уже с кофе, счастливая, довольная, и, по-моему, какой-то круассан схватила, сейчас я вот покушаю вкусненько и попью кофе, и машины нету. А тогда, это было 100 лет назад, и тогда у нас только начиналась вот эта эвакуация, история с эвакуацией, только-только появились эвакуаторы. Я полдня потратила просто на то, чтобы там разобраться, куда ее отвезли, как все, в общем, там телефон по горячей линии не работал, и, в общем, это была долгая история. Я сначала там вскипела, и как же так, все дико неудобно, эта стоянка находилась вообще на окраине, вообще от меня просто на противоположной стороне. В общем, я была дико недовольна, естественно, и я в какой-то момент, когда я пришла и увидела очередь, то есть мне надо было там сидеть около 2 часов, ждать просто очередь из всех этих людей, которые попали в аналогичную ситуацию. И тут меня просто озарило как лампочка. Над головой засветилось, я поняла, что это же тот самый момент, когда я могу почитать книгу. И таким образом, очень странным, очень-очень странным, я притянула, можно сказать, такое событие в своей жизни, что у меня появилось время. Не я его сама нашла, а вот так вот все вот так вот
притянулась, чтобы я почитала эту книгу, и эта книга также мне помогла понять простые там истины, которые на самом деле заложены в нас самих. Просто мы от того, что бежим все время, как там на работе за морковкой, да, за деньгами и так далее, мы просто перестаем слушать свой внутренний голос, себя. На самом деле в нас очень много всего заложено, и мы можем остановиться на какое-то время, сделать остановку, послушать себя, понять, что мы хотим, и перенастроить волну. И, значит, самое главное, что я поняла, это то, что мы своими мыслями можем притягивать события, но не нужно ждать этих событий. Много людей, которые просто ждут, что что-то произойдет, что-то придет извне, как и я ждала. Я думала, ну, у многих людей там жизнь кипит, надо мной какая-то тучка сгустилась, что же мне делать? И я ждала, ну, думала, сейчас еще чуть-чуть надо подождать, еще чуть-чуть. Ну, ладно, сейчас не мое время, сейчас я еще подожду. И вот так вот протекала моя жизнь, очень скучно, монотонно, как просто как тень сурка, все одно и то же. И я просто перенастроила свою волну, как частоту. Вот представьте, как будто вы находитесь в круге, круг светится, и вы к этому кругу притягиваете людей и событий, которые именно на эту частоту и настроены. Вот как будто я вот так вот стою, да, и вот здесь вот так вот волна распространяется по этому кругу. Как будто вот как радиоволна. Вот вы слушаете, да, вы настраиваетесь на определенную частоту. Волна это на частоте. Поэтому учитывайте это, что то, что у вас внутри, то вы и отображаете в жизнь. Поэтому если у вас неудовлетворение в жизни, и вы все время, вам неинтересно, вы встаете с утра, и вам хочется, чтобы этот день поскорее закончился, то ничего вы в вашу жизнь, никаких событий вы не притянете. Вы притянете только тогда счастливые события, когда сами настроитесь на них, когда будете удовлетворены, когда будете радоваться, когда будете получать удовольствие от жизни. Второй момент – это то, что вы должны измениться. Есть такой доктор потрясающий, Джо Диспенза, я его очень рекомендую всем, кто пытается изменить свою жизнь. И он рассказывает очень много интересных вещей с позиции квантовой физики, но здесь не надо так страшиться, что это все вы не поймете. Я не разбираюсь вообще, у меня вообще была плохая оценка по физике и так далее. Вот. Но здесь он рассказывает очень доступно и говорит о том, что для того, чтобы изменить свою жизнь, нужно измениться самому. Это самое сложное — измениться самому. Это правда. Мы все готовы менять кого-то другого, советовать тебе нужно измениться, а самому меняться, ой-ой-ой, как непросто. Поэтому нужно, первое, осознать, что вы хотите измениться. Второе, понять свои желания и мысли. И, как говорит Джо Диспенза, стать никем. Что это значит? Это значит, что наше тело, оно принимает события, которые могут влиять также и на нас. Мы можем влиять на это. И если вот мы притягиваем негативные события, да, то мы также можем притянуть и позитивные события. Все дело в том, чтобы измениться. Поэтому самый сложный пункт — измениться. И у меня недавно произошло именно вот такой вот как квантовый скачок, да, я как будто находилась в состоянии, как будто я не я. Это удивительное состояние, и после этого стали притягиваться и происходить удивительные вещи в моей жизни. Я буду рассказывать об этом в следующих видео в отдельной теме, как притянуть в свою жизнь разные, буквально вот просто буду рассказывать пошагово, как я притягивала в своей жизни и какие события я притягивала, то есть наглядно, там фотографии, все такое, в общем все покажу. Вот, это удивительное состояние, когда ты находишься совершенно реально на другой волне. Тебе не хочется концентрироваться на негативе. Ты встречаешь каждого человека, тебе хочется пожелать ему добра, ты рад каждому человеку, ты летишь, ты паришь. Это, правда, классное состояние.
Поэтому, значит, да, я сказала, фактор нужно измениться самому. Нужно принять четкое решение, что вы хотите это сделать, и не ступать с этой дороги. Потому что события, которые вы, например, загадываете, вы желаете, да, они не сразу могут появиться в вашей жизни. То есть должно пройти какое-то время, вот эта перенастройка. И вы, конечно же, должны в это сильно верить. Много людей, вот мы приходим в магазин, мы хотим, чтобы, например, крем, да, который там разглаживает морщины, вот мы нанесли, он сразу работал. Но не всегда это так работает, нужно какое-то время, поэтому не ступайте с этой дороги, продолжайте. Если что-то не получается, снова. Вообще прислушивайтесь к себе. Вот если вы поставили себе цель изменить свою жизнь, измениться, то здесь, знаете, как ваша жизнь, она немножко, она не то что немножко, она, конечно, изменится, и нужно много слушать себя в этот момент. Записывайте свои мысли, например, которые в нашей голове в течение дня миллион тысяч мыслей. Записывайте их, концентрируйтесь на том, о чем вы больше думаете, о негативе или позитиве. Если какая-то мысль негативная в вашей голове появилась, то сразу избавляйтесь от нее, и таким образом вы очистите сознание и будете притягивать счастливые события. Поэтому все на самом деле с одной стороны просто, а с другой стороны кажется, что тяжело, потому что много лет ничего не происходило, и сейчас каким-то образом должно измениться. Но подумайте над тем, что это шанс изменить свою жизнь, потому что если вы много лет живете одинаково и ничего не происходит, да, то нужно что-то поменять, и попробуйте таким образом изменить это. Это советы знающих людей, и они проверены в том числе на мне, и это действительно все работает до состояния, когда вы притягиваете в свою жизнь невероятные события, просто невероятные, когда действительно контрастность, яркость, она просто увеличивается в миллион тысяч раз, и вы хотите, не знаю, танцевать, радоваться просто от жизни, от того, что вы живете, и это удивительный опыт, который я желаю, чтобы испытали вы и стали счастливы. Поэтому пишите, пожалуйста, ваши комментарии, если у вас есть желание, если нет желания, не пишите. Я желаю всем внутренней гармонии, счастья, радости, новых событий, которые обязательно придут в вашу жизнь. И до новых встреч, увидимся в следующем видео. Пока!